Всем привет! Вот пару дней не выходил в эфир, меня немножко забанили тут в Ютубе, но, как говорится, подал в вышестоящие инстанции, там рассмотрели и разбанили. Ну и хорошо, а то уже думал, неделю придется ничего не записывать. Вот. Хотел поговорить, на Запад стали просачиваться ролики о том, как украинские солдаты ведут с пленными себя. И тоже началось там в Твиттере много шума, что вот одни кричат, что как можно, Женевская конвенция, туда-сюда, третьи кричат, другие кричат, что это все сфабриковано, а третьи просто молчат, как бы, и, ну, ничего не хотят говорить по этому поводу. Слушайте, конечно, ужасные ролики, и даже где нет крови, там я вон видел ролик тоже, проходил в сети, там, как украинские солдаты звонят в Россию матерям погибших солдат и издеваются. Ну, не знаю, сфабрикованный, сразу говорю, я не знаю, сфабрикованный или нет, поэтому буду говорить в общем. Честно сказать, я искал в Гугле, пытался все-таки найти ролики издевательства русскими над украинскими пленными. Но вот ничего не смог найти, даже, помню, обращался к подписчикам напрямую в Телеграме, если они что-то видели как-то. Ничего не могу найти. Не значит, что этого нету, может просто русские поумнее и не выставляют это в сеть. Потому что, ну, я не понимаю вообще, для чего такое выставлять в сеть. Это уже верх садизма, на мой взгляд, если такие вещи выставляют в сеть. Вот, ну, хочу в общем сказать, смотрите, ну, над пленами глумиться это очень плохо, даже если их не избивать, а просто глумиться, или что еще хуже, звонить их не матерям. Вот, я понимаю, эмоции накалены, и ничего другого ожидать нельзя. Насчет Женевской конвенции, ну, это конвенция на бумажке, как бы всем понятно, что, знаете, одно дело писать, а другое дело, когда у тебя война рядом с домом и так далее. По-любому никак не могу оправдать поведение садистов, а их хватает, я уверен, с обоих сторон, и ведут они себя как садисты с обоих сторон. Вот. Опять же, просто одни доходят до точки, что они это даже показывают, а другие нет. Например, чеченцы, например, сказали, что пленных в плен с Азова, солдат Азова брать не будут. Они вон говорят, проверяют на наколки, туда-сюда. Если есть наколки, там грозятся убить, что тоже, в принципе, нарушает Женевскую конвенцию. Одно дело, когда битва идет, и ты кого-то подстрелил, а другое дело, если уже пленный, вот, и убивать его. Опять же, не знаю, на самом деле, убивают или нет. Видел ролики, как выступают русские пленные и говорят, какая-то ошибка, как их обманывали и так далее. Но если вы заметите, из всех, я видел минимум 2 или 3 ролика, которые официально выпустили украинские СМИ. Ну, ребята там сидят, точно не сфабриковано, потому что у них у всех физиономии помяты серьезно. Так, хорошо побиты. Не знаю, после битвы, во время битвы, но скорее всего после. Есть ролик, видел, где украинский солдат что-то говорит, и есть ролик там, что украинские солдаты в больнице. Но у них как раз вид более такой нормальный, вроде не сильно тронутый. Вот. Поэтому, опять же, не знаю, как бы, что там происходит с русской стороны. Ничего в интернете найти невозможно. Вот. Но, опять же, Женевская конвенция говорит все очень чисто и прямо. Я не знаю, как бы, все, на мой взгляд, к пленным относятся одинаково плохо. То, что про украинцев, то, что про американцев, то есть ничего не пишут в газетах, ну, все прекрасно понимают, что они там у себя тоже не, знаете, на «вы» со своими пленами, террористами и так далее, как бы тоже мочат их серьезно, и пытки, и допытываются. Но я не думаю, что какой-то пленный взять его в плен, ему сказать: слышь, пацан, что там вы хотели, что там планировали, и он тут же все выложит. Все-таки приходится применять силу, как бы, что очень плохо. Но смотрите, война — это нестандартная ситуация. Судить будут потом потомки, да, а сейчас, как бы, ну, все пачкают руки, все, я уверен, мочат пленников. Ну, есть такие, которые, опять же, как ИГИЛ, например, что они просто их режут на куски. Так это вообще жесть. И тоже показывали там какой-то ролик, опять же, не знаю, сфабрикован или нет, как там солдата русского резали чуть ли не на куски. Вот. Не знаю. Даже вот думал, выскажусь по этому поводу. А вот толком что сказать, ну, как бы, когда видишь такое, сказать, в принципе, как таковое не сильно много что есть, кроме того, что
Это только доказывает, что люди теряют всякую человечность, когда идет разговор о войне. Оправдания этому все равно нет. Блин, представляете, что творится 22 год на дворе. И кроме того, что мало того, что идет война, так еще и пленных там избивают, режут. Абсурд, абсурд. Настолько вот люди теряют человечность. Опять же, я понимаю, на твоей земле идет война, то все 30, но ты прежде всего должен оставаться человеком, на мой взгляд. И ну что ты можешь выпытать у русского пленного? Он же все равно нифига не знает. Для чего его мочалить? То, что там самолет, он летел, бомбу кидал. Ну, слушайте, не кидал бы бомбу, его бы пытали в другой тюрьме, по другую сторону границы, как бы. Да, это можно сказать, что выполнял приказ, это не оправдание, но послушайте, Россия как бы не сильно демократическая страна. Это же не то, что он скажет, я не полечу, и его погладят по головке. Сразу же в тюрьму, и тоже начнут мочить, там, пытать, на кого служишь, почему не согласился лететь, предатель и так далее, как бы. Поэтому надо все-таки чуть останавливаться. Жалко только, что с правительства украинского как бы нет такого сильного ужесточенного наказания не трогать пленных. Наоборот, я смотрю, вот иногда выступают эти отмороженные люди, которые там в верхушке. То этот пограничник главный зарядил, что надо жен детей убивать, пойти в Россию убивать жен детей русских солдат. То врач там какой-то сказал, что говорит всем своим врачам кастрировать русских пленных, потому что они как тараканы. Твою душу. Я вот до сих пор, что значит кастрировать русских пленных? Вообще ты врач. Война войной, но ты прежде всего давал клятву Гиппократа, походу, и туда-сюда, как бы спасать людей. А призывать к тому, чтобы их кастрировать, это уже как-то, ну, совсем не так. И это же не то, что вот он выступил, сказал это, его тут же посадили в тюрьму украинские власти. Не, они как бы ничего, еще и показали его по СМИ. Послушайте, а как вы хотите, чтобы простые средние люди, вот типа меня, на Западе, относились к этим съемкам, к этим роликам, как бы? Это как бы нормально, как бы? Ну, опять же, я же вам говорю, есть люди, которые в Твиттере кричат про Женевскую конвенцию из этих роликов, что за фигня, как бы, как такое может быть. Другие пользуются моментом, кричат, что вот видите, кого поддерживает Америка? Да, американцы причем. Видите, кого поддерживает Америка? Садистов, нацистов и так далее. Третьи говорят, что сфабриковано, или просто молчат. Ну, я уверен, что ни один из солдат меня не увидит, ни русских, ни украинских. Им сейчас не до этого, я так понимаю. Вот, но для тех, кто сейчас не служит, у вас дети растут, у многих. Ну, я думаю, надо начинать воспитывать детей, что да, и бывают экстренные ситуации, но прежде всего надо оставаться людьми. И хоть и ненависть переливая через край, как бы, но все равно, как бы, хоть на чуть-чуть остаться человеком и не доходить до того, что ты режешь кого-то и так далее. Тоже просто не люди, как бы, а звери, садисты. Вот. Опять же, это не против Украины как бы именно направлено, а все, кто этим занимаются, показывают это в интернете или не показывают, ну, садисты вы, как бы. Я понимаю, как бы, да, хочется смерти, желаешь смерти противнику, то все, но убивай его во время битвы. Я все понимаю. Но вот так вот после того, как он уже сдался, ну, на худой край суди его. Там есть суды, судите его, туда-сюда, в тюрьму посадите, бросьте. Поменяйте на своих пленных. Но избивать, резать и так далее, относится это не только, кстати, к русским и украинцам. Американцы тоже руки в крови в этом плане. Ну, канадцы, я думаю, не так сильно. Канада вообще не настолько сильно заходит в это. Я не знаю, ли вообще у нас есть тюрьма для террористов. У нас Трюдо, вон, одного террориста, мало того, что он американских солдат убил. Приехал, потом перевезли его в Канаду, а Трюдо ему еще $10 миллионов дал за моральный ущерб, что он там перетерпел в Америке, то все. Потому что сказали, что доказать это невозможно. И вот за моральный ущерб он дал 10 миллионов. Поэтому я не думаю, что Трюдо у нас кого-то пытает в застенках. Но американцы, да, американцы любят попытать людей.
Ну вот такой вот маленький ролик, не знаю, просто, ну, тяжелые кадры, как бы хотелось как-то к этому отнестись. Вот. Думаю, что многие скажут, что это демагогия и так далее. Ну, не знаю, все-таки высказаться хотелось. Спасибо. Кстати, сегодня будет еще наверняка ролики, потому что соскучился поднимать ролики и с этим баном. Вот, так что попробую записать еще пару роликов, есть интересные темы, как бы. Вот, попробую поднять. Ну, спасибо, до встречи. Думаю, скорой.